Какие дрожжи использовать в рецепте? Сухие или живые? В чем разница и можно ли их заменять? Вот об этом сейчас и поговорим. Дрожжи – это микроскопические микроорганизмы, одноклеточные грибы, которые в процессе размножения выделяют углекислый газ и другие вещества, поднимающие и разрыхляющие тесто. Для выпечки используют три вида дрожжей – свежие прессованные, сухие, активные и быстрорастворимые и дрожжевые закваски опары. Свежие прессованные дрожжи представляют из себя брикеты серовато-коричневого цвета, содержащие около 70% влаги. Такие дрожжи перед использованием нужно растворить в теплой воде 30-35 градусов без соли. Для лучшей активации не лишним будет добавить немного сахара и муки. Свежие дрожжи можно хранить в холодильнике около 2 недель или в морозилке 2-3 месяца. Если дрожжи потемнели, пошли разводами или на них образовался налет, их лучше выбросить. Свежие дрожжи часто используют для выпечки хлеба, ватрушек, куличей, круассанов, то есть для теста, требующего длительной и неоднократной расстойки. Сухие дрожжи разделяют на активные и быстрорастворимые инстант. Активные дрожжи отличаются тем, что их нужно минут на 10-15 замачивать в теплой воде с небольшим количеством сахара. Быстрорастворимые дрожжи мгновенно растворяются, у них мельче гранулы, их не нужно замачивать. Однако они должны быть использованы в течение 2-4 дней после вскрытия упаковки. Они очень часто используются для выпечки хлеба в хлебопечке или для быстрого теста для домашней пиццы. Дрожжевая закваска опара – это натуральные дрожжи, которые используются в выпечке с незапамятных времен. Закваска готовится из простой смеси муки и воды, которую оставляют на несколько дней киснуть. В смеси начинают развиваться дрожжевые споры. Далее закваску регулярно подкармливают разными видами муки, а иногда и другими растительными добавками. Часть готовой опары используется для выпечки, а часть остается для выращивания новой порции. Хлеб на такой закваске получается совершенно особенный, благодаря многочисленным разновидностям дрожжевых культур, которые успели в ней поселиться. На опаре можно печь любые изделия из дрожжевого теста. А теперь про отличия. Для выпечки можно использовать любой из 3 видов дрожжей. Особой разницы в поднятии теста не будет. Разница в использовании. Прежде всего в количестве. Живых прессованных дрожжей нужно больше всего. Сухих активных мы положим в 3 раза меньше, чем живых, а сухих моментальных нужно будет в 5 раз меньше, чем тех же живых. Ссылку на таблицу с переводом одного вида дрожжей в другой я дам в описании. Обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Живые дрожжи можно использовать сразу, то есть просто покрошив их в тесто, или предварительно замочив в теплой воде с небольшим количеством сахара. Сухие активные дрожжи активировать в теплой сладкой среде нужно обязательно, иначе они просто не сработают. Сухие моментальные дрожжи обладают верхней оболочкой, которую нужно размягчить. Для этого их можно смешать с мукой на полчаса. По моим личным наблюдениям, тесто, замешанное на сухих дрожжах, подходит несколько медленнее того, что замешивается на свежих. Поэтому, если вы используете сухие дрожжи, то увеличьте время расстойки изделий примерно в 1,5-2 раза. Для выпечки с большим количеством сдобы, жиров, например, пасхальных куличей, сухие дрожжи не подойдут. Они просто не смогут поднять трижды такое тяжелое тесто.